Всем привет, с вами Алекс Моторный. В одном из прошлых видео я начал рассказ про станции Харьковского метрополитена. И первой такой станцией была Холодная гора. А сегодня пришла очередь рассказать про станцию метро Вокзальная в Харькове. С этой станции я, по идее, должен был начать свой рассказ о истории Харьковского метро в Харькове. Потому что строительство вокзальной станции метро в Харькове началось в контексте грандиозного развития метрополитена в 1970-х годах, когда город активно развивался как промышленный гигант. Первая линия Холодногорско-Заводская была задумана для соединения окрестностей с центром, и вокзальная должна была стать ее ключевым элементом из-за близости железнодорожного вокзала. Работы стартовали в 1972 году, а открытие состоялось 23 августа 1975 года, дата, совпавшая с запуском всей первой очереди метро в Харькове. Те годы были полны вызовов. Строители сталкивались с грунтовыми водами и сложной геологией, что требовало инновационных решений, таких как использование специальных туннельных щитов. Архивные данные свидетельствуют, что станцию проектировали с учетом высокого пассажиропотока. Ведь рядом вокзал, куда каждый день прибывают поезда со всей страны. Один из интересных моментов – во время строительства обнаружили старинные артефакты, связанные с историей железной дороги, что придало проекту исторический шарм. Согласно первоначальному проекту, станция Вокзальная, тогда Южный вокзал, должна была стать конечной. Однако уже при первых расчетах стало понятно, что сооружение оборотных тупиков в обводненных глинах с плывунными свойствами очень сильно повышает и без того высокий риск просадок на поверхности вокзала. Поэтому первый пусковой участок решено было продлить на одну станцию на запад. Именно с заложения ствола около Привокзальной площади и началось строительство метрополитена в Харькове. 1968 год. 15 июля на станции заложили первый ствол на улице Славянской. Проектирование было достаточно сложным из-за административного огреха. Дело в том, что станцию изначально спроектировали четырехвагонной, как и планировали спроектировать все Харьковское метро. Но город решили внезапно обеспечить пятивагонными составами. Строилась станция в тяжелой гидрогеологии с замораживанием грунтов. За 5 лет строители пробурили 24 километра скважин для заморозки. Из них 15 для тоннелей, которые строились закрытым способом. Трубы хладагента на фото. Кстати, ради строительства метро перенесли кольцо трамвая. Появление ограждения и забора с буквами «М» сразу же привлекло внимание харьковчан. Особый интерес к строительству станции проявили железнодорожники, многие из которых по собственному желанию присоединились к строительству метро в свободное от работы время. Количество подземных вод здесь огромно. За 1 час в тоннеле поступало около 230 кубических метров воды. Вода лилась отовсюду. Откачивающие насосы едва справлялись с нагрузкой. Возле ствола были сооружены 2 отстойника, из которых непрерывно откачивалась вода. Отстойники быстро засорялись илом, и пока от ила очищали один отстойник, работал второй, и наоборот. Метростроевцы работали в специальной экипировке, и случалось так, что вода доходила им до пояса. Для сооружения вестибюля был вырыт котлован размером 40 на 40 метров и глубиной 9 на 13 метров. Несущая стена толщиной 6 метров из замороженного грунта оградила котлован вестибюля станции. Он же сооружался открытым способом на большой глубине. Холод по двухрядным скважинам подавался под давлением 2 компрессорами. Мастерство строителей в сложных технологических условиях и точность проектантов были очень высоки. Проектом предусматривалась просадка здания Южного вокзала на 10 сантиметров, а просело оно всего лишь на 8 миллиметров. Не лишним будет отметить, что при всех трудностях метростроители справились со всеми задачами не только с соблюдением графика работ, но даже с опережением.
Вернусь к тому, что станция изначально была запроектирована четырехвагонной. Дело в том, что коридор тех помещений у первого вагона в центр изначально планировался уже в тоннеле, однако вмешался рост города. Город развивался слишком быстро. В 1962 году родился миллионный харьковчанин, а в 1968 город по населению увеличился на 1/5, но планировать надо было на будущее. И не прогадали. По переписи населения в 1976 году население города превысило 1 миллион 380 тысяч человек. В итоге пуск линии был четырехвагонным, но уже спустя некоторое время по линии побежали пятивагонные поезда. Станция открыта 23 августа 1975 года в составе первого пускового участка Харьковского метрополитена, улица Свердлова, Московский проспект, состоящего из 8 станций: улица Свердлова, ныне Холодная гора, Южный вокзал, ныне Вокзальная, Центральный рынок, Советская, ныне Площадь Конституции, проспект Гагарина, ныне Левада, Спортивная, завод имени Малышева, ныне Заводская, и Московский проспект, ныне Турбоатом. Конструктивно эти станции совершенно различны. Их объединяет простота и строгость архитектурных форм и цветового оформления, характерные для советского метростроения тех лет. В то же время метростроевцы придали каждой станции свою выразительность. Не в последнюю очередь благодаря главному архитектору Харьковской подземки Владимиру Спевачуку. Открытие станции было приурочено к дню освобождения Харькова. Конструктивное оформление соответствует типовому проекту станции пилонного типа, что идеально подходит для строительства в подобных условиях. По замыслу архитекторов станция является своеобразной визитной карточкой города, так как знакомство с Харьковом у многих гостей, прибывших на поезде, начинается именно с этой станции метрополитена. Несмотря на это, станция Вокзальная имеет довольно простое оформление. Кроме необычного закрытого перехода между боковыми залами платформы, ничего примечательного вы здесь не найдете. В противовес оформлению расположение станции является очень удачным и грамотным решением архитекторов и строителей. Переходы от вестибюля станции прямо соединены с железнодорожными платформами, а сам вестибюль широкий и просторный. Это позволило добиться высокой пропускной способности на станции, избежав таким образом заторов и больших скоплений людей, что является насущной проблемой многих привокзальных станций на постсоветском пространстве. В качестве основного материала для отделки станции был использован светло-желтый и частично светло-серый мрамор Газган узбекистанского месторождения. Именно им облицованы стены центрального и платформенного зала. К сожалению, за прошедшие годы мрамор потемнел и утратил первозданный цвет. В некоторых местах появились потеки. Пол станции выложен гранитом серого цвета украинского месторождения Житомирской области. Прямоугольные области поперек центрального зала и по периметру пилонов выложены из черного лабрадорита, месторождения Кировоградской области. Пилоны имеют стандартные для станций такого типа форму, которая сужается к низу. Посередине каждого пилона имеется вертикальная впадина. Проходы между пилонами имеют одинаковые с пилонами ширину. Для визуального облегчения конструкции станции в перекрытиях над проходами сделали по 2 прореза. Любопытно, что при строительстве существовал замысел облицевать карнизы голубой смальтой, а пилоны белым мрамором с вертикальными голубыми вставками. Однако позднее от этих планов отказались. Глубина заложения 30 метров, а длина платформы 104 метра. Со временем станция Вокзальная пережила несколько реконструкций. В 1990-х, после распада Советского Союза, станция столкнулась с финансовыми трудностями, но продолжала функционировать. Так, в настоящее время выглядит торец платформы. В 2013 году мрамор в этом месте заменили на белый. За дверью здесь располагаются служебные помещения станции.
Согласно первоначальному проекту, должен был быть построен второй вестибюль с выходом на перекресток улиц Красноармейской, ныне Евгения Котляра, и Славянской. Однако из-за геологических условий и плотной инфраструктуры города в данном месте эти планы так и не были воплощены в жизнь. Платформа станции связывается с вестибюлем при помощи четырехленточного эскалатора типа ЛТ-4. Станция имеет прямые и подземные переходы к платформам железнодорожной станции и является частью крупного транспортного узла. В связи с этим здесь многолюдно почти в любое время дня, и станция не пустует даже в последние минуты перед закрытием. Кстати, вокзальная – единственная станция, где сохранилась будка оператора управления эскалатором. В 1980-х вокзальная была съемочной площадкой для фильма «Метро», где актеры имитировали повседневную жизнь. К 2025 году станция имеет рекорд по количеству эвакуационных тренировок – более 50 в год, из-за ее стратегического значения. Жемчужина станции – светильники, которые здесь спроектированы так, чтобы имитировать дневной свет, снижая стресс для пассажиров. До 2024 года станция носила название «Южный вокзал», а затем эту станцию переименовали на «Вокзальная». Вокзальная станция метро в Харькове продолжает быть одной из самых загруженных узлов с пассажиропотоком, достигающим 150 тысяч человек в сутки в будни. После военных событий 2022-2024 годов станцию частично восстановили, заменили эскалаторы и улучшили вентиляцию, чтобы обеспечить комфорт даже во время воздушных тревог. На Новый год здесь размещают праздничную инсталляцию. Для местных вокзальных это не просто транспорт, а часть рутины. Один харьковчанин рассказал мне, как каждый день проходил мимо уличных музыкантов в переходе, добавляя нотку романтики к утренним поездкам. С интеграцией с автобусами и трамваями станция становится хабом для путешествий, облегчая жизнь в динамичном городе. В конце концов, посещая вокзальную, вы не просто уезжаете, вы становитесь частью истории, которая продолжает писаться каждый день. А если заглянуть глубже, то за мраморными стенами скрываются еще множество тайн, ожидая любознательных путешественников.